Смотровая на Sky 3. Там далеко Фудзи видно. Смотреть на Императорский дворец. Мы разобрались за очередь. Такой прям вайб Нью-Йорк. Пришли к Годзилле. Хермес. И этот Юникло на 12 этажей. Прям тут ультразвук. Заведение Кари. Опять световое шоу. Доброе утро. У нас новый день, и мы решили начать его с Sky 3, с супермаркета, который находится возле нашего дома. И оказалось, что тут есть бесплатная смотровая на 12 этаже. Есть еще на 30-м, 31-м, там какая-то кафешка, но здесь прям вот написано просто лобби, можно приезжать, смотреть. И, в принципе, неплохой вид на Токио. Вот еще с другой стороны, тут по факту только дома и ЖД. Ну, в ЖД прикольно смотреть, как поезда ездят. Такая большая тень. Ну, такая маленькая. Как будто бы ты просто стоишь на земле, и эта тень от тебя. На самом деле, это тень от большого здания. Тут очень много сотрудников. И вот есть такая кафешка. И там тоже вид уже на башню. Мы решили зайти в Табако-рум, чтобы втихаря посмотреть на вид. Потому что мы пока ничего не хотим кушать, поэтому вид посмотреть хочется. Ну, высокая башня. О, купол Фудзи. Где? О, да, там далеко Фудзи видно. Прикольно. Это вот так вот работяги тут сидят, едят, смотрят на башню. Вдалеке на Фудзи. Классно. Мы поднялись на 30-й. И здесь, во-первых, уже елочка стоит. Я напоминаю, начало ноября. Во-вторых, туда есть смотровая, тоже бесплатная. То есть там вот все люди пошли туда, там, видимо, кафешка. А мы вот, несколько еще туристов, можно посмотреть вниз 30-го этажа. Даже какой-то автомат есть, кстати, 300 стоит, если вы хотите. Ну вот, конечно, лучше видно. Тут вот и река уже видна. Тут можно обойти по кругу, мы обошли, и вот смотровая на Sky 3. То есть мы в соседнем здании с башней. А, так получается... И вон там тут Фудзи уже даже видно, вон, видишь, там. Ага, да. Ну да, сама смотровая получается там. Да, там вот наверху есть платная смотровая. Там, по-моему, 3000 и что-то такое. Ну, там, смотря еще от времени, там, по-моему, 2700 даже можно сходить. Короче, классно, мне нравится тут вид. Мы приехали вот сюда вот смотреть на Императорский дворец. Это у нас сегодня программа, потому что показывала, что в понедельник выходной, мы вот решили ехать во вторник. Мы приехали сюда такие, вот, сад бесплатно, то есть, вот видите, там написано free, оп, а тут написано closed. Мы в шоке вообще. Оказалось, что вот тут есть расписание, когда они открыты, и вот написано, что сегодня вот 4 число, сегодня closed. Вчера почему-то оно работало. И вот тут как бы тоже написано, что в понедельник, пятницу, оно выходное, но в Google картах ничего такого не было. Тут еще вот 24-25 тоже какой-то перенос есть. Проблема, наверное, в том, что мы уже настолько понадеялись, что Google карты хорошо работают, что просто таки смотрим открыто-закрыто и на это рассчитываем. Вообще говоря, надо было смотреть на официальном сайте, я думаю, там было бы написано. Еще тут такая вода стоячая, очень грязная. Но утки купаются, им по кайфу. Да, возможно, уткам нравится. Мы обходим с другой стороны, и здесь мы увидели большую очередь, сейчас потом посмотрим, что там они стоят. Здесь такие классные ели, вот эти вот, или не ели, но, короче. И вот это вот здание, которое прям на углу. Наверное, они стоят по всему периметру везде. Классно. Мы еще немного обошли с другой стороны, и тут вот стоит очень много людей. И вон там прям громадная очередь. Тут что-то написано про туры. Возможно, это тургруппы. Мы так понимаем. Там просто очень большая очередь. Просто здоровенная.
Тут написано, что нужно заходить вот в 9:30 каждое утро и в час дня вечером. И максимум 300 персон для каждого тура. И это написано бесплатно. Мы разобрались, что за очередь. Тут есть две очереди. Вот эта вот очередь — это онлайн. С зелеными бейджами. Нужно бронировать за месяц на сайте, и тогда вы туда попадете. То сейчас открыта запись на декабрь. Эта очередь не для нас. А вот эта вот очередь, которая ровно в час, вот было час, то есть ровно в час, они пошли все, начали заходить. Ну, то есть когда часть зашла, и они остановились. Это называется очередь живая. То есть нужно в 9 утра вставать и идти сюда, по очереди брать билет, и потом стоять, приходить в час и стоять еще одну очередь уже на то, чтобы пойти. Я читала отзывы, писали, что там некоторые стоят по 2 часа, и потом, ну, одна женщина писала возмущенно, что на 2 часа, 3 часа стояла, и потом все равно не зашла, потому что без паспорта не пускают, она забыла взять загранник. Вот есть отдельно сады, они бесплатно заходишь, просто приходишь, заходишь, там не так много людей, но они сегодня закрыты. Мы идем здесь все и просто наслаждаемся, кайфуем. Там такие красивые деревья, травка пострижена. Сейчас мы уже подходим ближе к зданиям, и тоже такие виды. Получается, что вот тут коробки эти высокие, рядом с водой, с зеленым парком. Вот здесь красивый вид, такой прям вайб Нью-Йорка, прям вот вообще. Красота. Мы пришли к Годиле, и она, вот она. По сравнению со зданиями, конечно, теряется маленькая. Но с другой стороны, какая она должна быть, чтобы она не терялась по сравнению с ожиданиями ну, и примерно, зданиями? там, Выше, этажа чем вот 3. это здание, да? Ну да. Вот. Короче, как и Хатика, Хатика тоже маленький там такой, но, блин, тут хотя бы можно постоять нормально и что-то... Туристов меньше, да. А Хатика там вообще просто нереально было даже находиться рядом. Смотри, какое там прикольное здание, там прям башенка такая, оп-оп-оп-оп. Ну-ка, Ваня, давай зумом приблизь туда. Тут рядом с Годзиллой, короче, показывают какой-то фильм, может, Формула-1 или что-то. Здесь люди постоянно так смотрят, вот, напитки всякие разливают. Интересно, только жаль, я японский не понимаю. Так можно было реально посидеть, немножко отдохнуть. Вот, а шаурма по 700, 900, 800. Вот, но это Ваня решил купить шаурму. Сейчас заработаем отравление. Да ладно, что-то так уже. Как вы поняли, мы снова в Суширо. Это наше любимое место в Японии теперь. И прикол в том, что вот эти вот игры, оказывается, мы старались, играли, там, типа, потому что один раз выиграли приз. Оказалось, что это все постанова, и что просто можно даже не играть и выиграть. То есть я видела, как японцы играют, они просто сидят, типа, едят, оно на фоне идет, и они, выиграли приз. Но мы все равно пытаемся играть и стараемся, но теперь уже знаем, что это бесполезно. Мы сейчас 2-й раз выиграли. То есть мы сидели, выбрали только игрока и сидели, смотрели, ничего больше не тыкали, и он взял и выиграл. И я вообще в шоке. Я в шоке. И сейчас к нам приедет приз. Мы вот сейчас идем, и тут много всяких интересных разных зданий. Все такие причудливые, они вот это, например, классное, и вот это тоже интересное. И тут вот есть такое вот здание кирпичиками. Хермес. Оно прям такие кирпичики, как будто бы в каком-то бассейне, и вот там 2-е такое же, то есть их 2. Наверное, там классный эффект внутри. Мне очень нравится такое здание, прикольно. Ну, не, реально похоже на советские эти стеклянные кубики, только здесь они большие, тут прям вот, 2 руки получаются. Вот, там есть такие переходики между зданиями. Мосты. А пришли мы в этот район не чтобы затариться Гуччи и прочим, а потому что тут есть Юникло. И этот Юникло на 12 этажей. Самый популярный магазин их. Вот тут расписано, что на каком этаже. Пока девушки пошли
выбирать что-то, ходить по всем этим 12 этажам. Я поднялся на самый верх, тут есть кофейня, и вот можно посидеть, отдохнуть, так сказать. Кофе 200 йен, ну, самый простой. Есть еще всякие разные, конечно же. А я расскажу с своей стороны. В общем, тут, да, 12 этажей. Я посмотрела уже, все обошла. Нам больше всего мне понравился 11, там всякие кастомные вещи, связанные с Японией. Ну и, в принципе, там типа с Диснеем коллаборация, всякие разные. А остальные, ну, как бы, вот первые этажи это просто обычные женские вещи, которые, ну, как бы, такие, там сейчас больше всего теплые, потому что сейчас холодно, поэтому все вещи теплые. А потом 3 этажа мужских тоже там. Еще один этаж есть с домашним бельем всяким разным. Вот. А вот здесь уже всякие вот такие вот разные приколюхи с мерчом японским. Это вот 11 этаж, который самый прикольный. Тут прямо даже такие стенды есть с майками. Еще это плотно, значит. Я уже вот такую купила на спине, такой рисунок. Еще тут мы узнали, что вот есть на, по-моему, 5-м этаже такая штука. Во-первых, можно печатать на футболках свои всякие надписи. То есть там не как бы свои фотографии, там именно вот такие всякие значки будут, и можно вот на них печатать. Стоит 2000 обычная футболка, и нужно вот 15 минут дается на то, чтобы сделать свой принт, и потом 1-2 часа ждать. Да, вот можно изображение своей камеры вставлять, можно вот всякие разные тут смайлики есть. Да, но только вот на лицевой части. Ну, честно говоря, я на лицевой не хочу, я люблю, когда на спине рисунок, а когда на лицевой я не очень люблю. Вот тут можно другой продукт выбрать, то есть вот детская, на бэк. Вот на бэк было бы прикольно. Шопер, типа. Да, прикольно, как рисунок, как идея, интересно. Вообще прикольно. А еще тут вот есть ремонт одежды, то есть вот даже есть примеры, что вот они, before была дырка, они как бы тебе вот заклеивают. Ну, здесь как будто бы видно, но вот здесь как будто бы не очень. Но вообще, да, прикольно. А еще здесь тоже вот так вот можно. Да, а еще вот тут есть вышивка, она вот как раз-таки дорогая. Тут, посмотрите, сами сумки стоят 1500, но вместе с вот этим вот кастомайзом... Ну, там прям вышивка. Да, там прям настоящая вышивка, она 300 стоит, и вот 4600. Ну, блин, мы так даже хотели эту сумку купить с Яной, но потом подумали, что все-таки дороговато столько денег, хотя натуральная вышивка, но... Мы прошли, значит, то крыло, и тут вот есть еще второе крыло, тоже Юникло, и вот оно на таком мосту прикольном. Мы когда шли на улицу, его видели, и теперь вот мы на нем стоим. Вообще, мы как бы думали, там вот то, что на каждом этаже было написано tax-free или нет tax-free. Я думала, что на каждом этаже нужно оплачивать покупки. Нет, можно на всех этажах гулять, то есть можно покупать с разных можно этажей. Можно большую сумку ходить и полностью ее забить, с такого на месте там заплатить. Просто на некоторых этажах нет человека, который отвечает за tax-free. То есть просто именно кассы работают без tax-free. А так, как просто пойти на другой этаж и заплатить, это нормально. Еще забавный момент, что мы когда поднимались, то мы просто смотрели, что тут есть. И казалось, что много всего. То есть, что там типа вот столько пальто висит, столько курток висит. А потом, когда мы начали ходить, и я захотела себе пальто купить, то мы поняли, что там везде это одна и та же модель висит. То есть на всех 3 этажах висит одна и та же модель. На всех 3 женских этажах. И это вообще очень странно. То есть у них не так много продукции. Даже иногда на одном этаже в нескольких местах. Да. То есть у них не так много продукции, они просто вешают одно и то же на всех 3 этажах. Да непонятно, зачем так делать. Короче, я чувствую какую-то обманку. Я думал, в чем разница, почему здесь есть второе это крыло, но здесь какие-то вещи такие более типа дизайнерские, более прикольные. Стоимость у них побольше, там 100 тысяч, 200 тысяч, это вообще... Что? Рубашку, вон, смотри, рубашка 200 тысяч. А, это платье? Вот, 266. Вот, тут реально, походу, нельзя снимать. Дизайнерские одежды. Не знаю, будет слышно на камере, но тут ультразвук. Просто вот такой вот звук на высоких частотах. У меня в некоторых местах, вот в Осаке нигде такого не было, только в Токио. И меня в некоторых местах даже зубы от него сводят. Просто невозможно. Просто вот... И я так понимаю, что это слышат... Ну, мы почитали, что это слышат только люди там, короче, молодые. Потому что чем выше... Ну, я тоже сейчас некоторые частоты уже не слышу. Мы недавно проверяли. Ну, короче, это не все слышат. И оказывается, что это отпугивает грызунов, насекомых. Грызунов и молодых людей, подростков, которые собираются, а также животных, там, типа собак, котов бездомных.
и так далее. Да, то есть это против животных Птиц и там. молодых людей, которые хотят потусить возле твоего дома. Или, я не знаю, Или кафе. кафе какое-нибудь. Типа, То есть вот мы, например, зашли возле кафе, или когда спускаешься в метро, это слышно часто. Или вот здесь вообще какой-то пешеходный переход. Непонятно, почему здесь этот ультразвук есть. То есть в рандомных местах оно, ой, вообще тут невозможно даже находиться. Мы приехали смотреть на кота. Это 3D-кот. Мы приехали на него смотреть. Что тут происходит? Там реально есть кот. Он показывает за секунд 5-10, а потом оп, и реклама. Да, вот сейчас показана типа полка, где он должен сидеть. Вон он выглядывает там. Но при этом показывает все равно рекламу. Да, это, наверное, для привлечения туристов показывают кота, а рекламу, чтобы окупалась. Ну, людей, кстати, очень много стоит, смотрит. Прям все забито. Нет, то же самое. Короче, с одной стороны, здесь находится вот эта вот реклама с котом постоянная, крутится и переключается на обычную рекламу. А с другой стороны, уже группа играет какую-то музыку. Мы пришли в заведение Карри, его тоже все советуют, это сетевое, но и все очень маленькие. Вот тут вот Коко Ичи называется. И тут, смотрите, вот тут очень мало места, и во всех этих заведениях очень мало места. Нас даже не посадили за один столик, он Ваня отдельно ест. Тут тоже нам давали меню, но заказывать нужно с планшета. Мы пока разобрались, пока как заказывать. Этот планшет еще глючный, короче, не знаю. О, это for me. Thank you. Это вот мне принесли еду. Это вот говядина в карри. Тут вообще 3 кусочка, что-то маловато. И котлета. Это вот за 1000 получилось. Ну, как-то странно, маловато вообще, очень мало. Типа ты собираешь. Да, там ты собираешь себе блюдо. Ну, что-то очень мало мне, конечно. А ты подвинь, ну ты же там внутри будешь. Да. Будем сейчас пробовать, как она по вкусу, но пока что очень запарно, конечно, получилось. Мы вышли с карри. Как мне карри? В принципе, мне понравилось, если бы не одно но. Ваня сказал, что первая крепость – это не крепко, ну, типа не остро. Вполне себе нормально. Оказалось, что это очень остро, я еле доела, запивала. Да, а еще было, я заказала с говядиной, и было очень мало кусочков говядины, там реально 4 штуки было. И я наелась только котлеткой. Если бы не котлетка, то я бы, наверное, не наелась бы. Вот так. Яна, как тебе? Мне очень понравилось. Я взяла себе курицу с грибами и кукурузой. Порция была просто огромная, как корыто свинье. Я не смогла доесть, попросила ребят. Им вроде бы тоже понравилось. По остроте я выбрала вообще не остро, то есть без перчика, и все равно оно припекало, то есть губы горят. Но в целом очень понравилось, советую. Я взял то самое карри с первым левелом остроты, но я бы оценил этот левел на 7 примерно. Он нифига не первый. И я, в принципе, осилил эту порцию, но запиваю постоянно водой. Сейчас в животе творится жесть. Короче, да, советуем не брать острое, если вы не любите острое. Даже первый уровень – это жесть. Но Дима взял 4-й уровень. Я взял 4-й, я весь красный. Да, ну, мне, не знаю, нормально, я просто его не весь съел, просто я макал столько, сколько мне, типа, ну, достаточно, и было нормально. Плюс вода, кстати, впервые я понял, что можно водой запивать, она везде стоит холодная. Я часто беру острое, но только сейчас решил, что можно реально брать водой запивать. Ну, в общем, место классное, карри вкусное, но жалко мало места, и непонятно, что с порциями говядины, почему их так мало. Вот так. Это, кстати, здание такое. Мы приехали смотреть световое шоу. Оно уже начинается, показывает реклама.
на здании. Тут можно сидеть на траве, тут вот много людей уже собралось. Сейчас тут начало. Начало каждые полчаса вечером, да, по-моему, с 6:30, и вот каждые полчаса до 9 вечера. Прикольно, что так вот заходишь, такое здание круговое. И можно сидеть на траве и смотреть шоу. Мы идем после шоу. Мне шоу понравилось, но Диме не понравилось. Мне не понравилось цветовое шоу-то, потому что, во-первых, там было огни в окнах светились, и поэтому не очень было понятно, что происходит. Во-вторых, там, то есть очень много всего что-то блестело, вертелось, крутилось, но при этом ничего особо непонятно было. Это раз. А во-вторых, там какая-то сумка лежала подозрительная. Чел просто оставил ее и пошел куда-то. Я думаю, ну офигеть, что за фигня. Пошел к стафу, к сотрудникам там разбираться, что-то как, пока я объяснил, он подумал, что я хочу полотенце взять, объяснял мне, что можно их брать. Пока я не сказал, что это подозрительно, я беспокоюсь. Чья-то бесхозная сумка, короче, чуть долго доказывал. Так и что в итоге он сказал? Сказал, что если кто-то, если никто не вернется за ней, то он, как скажет, что это будет веренная сотрудник вещь. не боялся. Да. А Дима боялся. А мне, могу сказать, что мне понравилось. Там второй был про Пакмана, там все понятно было, даже несмотря на окна. Первый, третий был скучноват, там просто что-то блестело, согласна. Но вот и последние два тоже были интересные, там вполне конкретно там летало, и мне тоже очень понравилось. То есть такое, если прям лечь на асфальт, и на траву и смотреть, то там все понятно и классно. Мы решили попробовать еще раз, пришли еще раз с Димой вдвоем уже. Тут людей уже поменьше, это последний сеанс в 21:30. И тут сейчас будут другие. Прикольно, что тут много про природу было, но из-за того, что окна до сих пор горят, хотя 9 вечера, то да, конечно, плохо видно. А еще мне странно, что вчера Ваня здесь был, и здесь окна вообще не горели, хотя вчера был понедельник. Сегодня вторник, но почему-то окна горят. Дима, ну как тебе второй раз? Лучше, но все равно не всегда понятно, что происходит. Особенно, когда какие-то абстрактные там узоры, то и так ничего не понятно, а еще и, слишком быстро, не очень. Да, мне понравилось. Но мне, честно говоря, первый раз больше понравился, потому что в первом разе мне там было про Пакмана, и еще 2, вот мне очень понравилось, то есть 3 из 5. А тут, есть такие все средненькие, но Пакман все еще классный. Пакман мне больше всех понравился, он вообще огонь. Там прям так классно все бегает, красиво, вообще супер. Где-то такое видел, какой-то видос или что, что тоже там Пакман бегает, здоровеет, а потом съедает, там что-то такое. Может быть, это здесь и было. Тут тоже Пакман здоровел, а потом нас съедал. Да. Короче, я считаю, бесплатно достопримечательность надо смотреть. Тут рядом классная большая улица, да, тут прогуляться 10 минут от нее, и вполне себе можно прийти и посмотреть. Классно, каждый день проходит. В общем, от меня рекомендацион. От Димы, видимо... Где вы и так будете, поэтому можно сходить, да. Плюс, если повезет и реально свет не будет в этих комнатах, окнах, то будет вообще классно. Ну да.